Привет. Буквально несколько минут назад Artificial выкатили пост о предстоящей обнове касаемой предметов, нового контента. Плюс к этому они пофиксили проблему сервера во время PvP, в целом улучшили оптимизацию. Курпанг понемногу становится более приятным и приносит уже удовольствие от процесса, а не только боль от лагов. Короче, к обновлению. Обновление от 23-го, всем привет, тут понятно. Сегодня мы хотели поделиться над тем, над чем они работают, и дать вам обзор того, чего ждать в конце февраля. В общем, они немного откладывают выход этого обновления на 1,5 месяца, поэтому в конце февраля, тут приблизительно 1,5 месяца, окей. Что нас ждет в контентном обновлении? PvE, PvP подземелье с полной добычей, full loot, я так понимаю, тюремный остров, подземелье с высоким риском, высокой наградой, это мы уже все знаем в принципе. Каждый забег предлагает только одну жизнь, игроки столкнутся с угрозами как со стороны мобов, так и со стороны других игроков, окей. Режим PvE для этого же острова. Это теперь не обязательно будет только PvP режим, теперь туда можно с группой залететь, например, чисто только за лутом, только за боссами, и это правильно, что добавили. Запускаем второй режим для тюремного острова, PvE режим, чисто PvE подземелье с мобами и боссами. В обоих режимах будет механика полной добычи и правило одной жизни. То есть там full loot, несмотря на то, что это PvE, вы все равно при смерти все потеряете, даже если откиснете от мобов или от босса. Прикольно, кстати. Добыча и правила игрового процесса будут немного отличаться в зависимости от режима. Окей. Новый класс, защитник, это тот Defender, окей. Следующая итерация геймплея, система прогресса, текущий фокус разработки. Получили много вопросов от сообщества о цикле игрового процесса, о эндгейме и нашем видении будущего игры. Обновления также в себя включают следующий этап доработок систем прогресса, механики, изначально запланированные для раннего доступа, но еще не реализованные. То есть те, которые не были раньше реализованы, теперь после этого обновления будут уже, я так понимаю, доступны. Посмотрим. Окей, за пару недель до выхода обновления мы начнем делиться более подробной информацией о том, к чему нам готовиться. Планы по подготовке к контентному обновлению. В ближайшие недели мы продолжим подготовительную работу к обновлению. Насчет оптимизации серверов клиентов, полировки, исправления существующего контента, окей. Улучшению игры, улучшая игровой опыт, расширяя контент и совершенствуя системы. Так, план на эту неделю. Обновление торговых операций. Предметы теперь можно будет обменивать. Т1 и Т2, созданные или найденные в мире, будут привязаны к экипировке. То есть bind on equip. Даже если вы что-то нашли или где-то выбили в сундуках, и при этом не были в пати, вы сможете это теперь передавать. Раньше это можно было делать только с тиммейтами, теперь доступно будет для всех. Предметы Т3, созданные игроками со 100% эффективностью, если у вас профа на 100%, вы сможете их передавать, если на себя не одевали. Предметы, уже принадлежащие игрокам, сохранят свой текущий статус. Все, что у вас сейчас в банке и так далее, я так понимаю, сохранит свой текущий статус привязки. Если там какими-то непонятными способами, багами нельзя будет перепривязать, как обычно. Изменения в появлении сундуков с сокровищами. Сундуки с сокровищами теперь будут появляться в каждом лагере. Теперь каждый кемп с мобами будет сундуком. С этих сундуков, между прочим, иногда можно было бы выбить Т1, Т2 имплант, если повезет. Так что, в принципе, очень даже неплохо. Обычно с этих сундуков часто падают бусты разные, шприцы и так далее, и их и так было много. Теперь будет, я так понимаю, в 2 раза больше. Данное изменение направлено на увеличение доступности добычи во время фарма, то есть хотят предоставить больше вариативности игрокам с разными имплантами и прочее. Немножко облегчают жизнь, ладно. Улучшение рецептов и добычи. Будут представлены новые и обновленные рецепты, улучшение таблиц добычи, улучшение просто дропа. Учитывая их последние обновления, которые касались оптимизации, также довольно прошли успешно. До этого на боссах очень сильно у многих людей начинало подлагивать. Не знаю, как будто они 40 окон Курпанга запустили. И буквально через 2-3 дня эту штуку пофиксили. Так что теперь можно и спокойно и PvP-шиться, группы на группы, там 4 на 4, даже 8 на 8 получалось более-менее. При фарме боссов теперь не возникает таких проблем, как раньше, буквально когда просто лизарда даже начинаешь бить,
и спустя 2-3 минуты у тебя начинается просто покадровое какое-то слайд-шоу непонятное. Теперь такого нет. Теперь уже более-менее адекватно все выглядит, и я надеюсь, что новый контент можно будет пощупать как раз в таком нормальном, безлаговом состоянии. Это довольно приятное обновление, хотя неприятно, конечно, что отложили его до февраля, до конца февраля, но это ничего страшного. Я, в принципе, ожидал, что будет, скорее всего, очередной дилей. Так что подсобирайте ресурсов на крафт имплантов Т3, которые сможете потом передавать своим вторым персонажам и так далее, новому Дефендеру. Не торопитесь сейчас сливать куда-то. Небольшая такая коротенькая обнова. И на этом пока что все.